Добрый день, я с самого начала на пресс-конференции, это скорее вы меня не видите. Рад вас приветствовать, уважаемая Светлана, уважаемые коллеги. Народное антикризисное управление поддерживает общую позицию демократических сил в отношении назначенного нелегитимной властью так называемого референдума по изменению Конституции Республики Беларусь. Одновременно считаем принципиально важным выработать стратегию действий не только в отношении самого референдума, а единую стратегию, которая создаст возможность кардинального изменения ситуации в нашей стране, обеспечит выполнение требований белорусского общества, прекращение репрессий, освобождение политических заключенных и проведение новых свободных выборов. Народное антикризисное управление считает принципиально важным заявить следующее. Первое. В отношении общей позиции Демсил к так называемому референдуму мы поддерживаем общую позицию признать референдум недействительным через действия граждан. Второе. В отношении оценки международными партнерами так называемого референдума добиваться официальных заявлений международных партнеров о непризнании за Лукашенко права на проведение референдума. Это лишит референдум какой-либо политической и юридической значимости, перечеркнет планы режима на восстановление утраченной легитимности. Добиваться от международных партнеров заявлений о том, что в случае продолжения репрессий в отношении белорусов, которые не поддерживают имитационный референдум против режима Лукашенко и будут противодействовать этому референдуму, будут применены дальнейшие консолидированные санкции Европейского Союза, США, Великобритании и других демократических стран. Мы рассчитываем, что международные партнеры поддержат требования белорусского народа о том, что единственным устойчивым выходом из кризиса в Беларуси является освобождение политзаключенных и проведение новых досрочных президентских выборов. Третье. В отношении присутствия российских войск на территории Беларуси. Народное антикризисное управление считает нарушающим международное право нахождение вооруженных сил Российской Федерации на территории Республики Беларусь, которая согласована нелегитимной властью в Беларуси. В нынешней ситуации нахождение российских войск создает угрозу военного конфликта с соседями Беларуси, а также угрозу утраты суверенитета Беларуси. Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что единая позиция Демсил должна быть дополнена следующей стратегией наших действий. Первое. Использование референдума для мирной смены власти в Беларуси и выполнения требований белорусского народа, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов. Второе. Мы должны быть готовы противодействовать вмешательству иностранных войск во внутренние дела Беларуси и использованию Беларуси как плацдарма для нападения на соседей нашей страны. Мы обращаемся к международным партнерам. Необходимо использовать все нормы национального и международного права для привлечения Лукашенко к уголовной ответственности за преступления против человечности, пытки, репрессии, убийства, за захват самолета и гибридную войну со странами ЕС. Мы приветствуем решение властей США о предъявлении обвинений представителям режима за захват самолета. НАУ считает, что ключевым политическим и правовым вопросом для международного сообщества является непризнание Лукашенко президентом Беларуси. Мы же ожидаем, что соответствующее решение будет принято на уровне национальных правительств демократических стран. Данное правовое решение позволит рассматривать действия Лукашенко в качестве нарушающих международное право. Мы призываем белорусов быть готовыми к защите своих прав и свобод, а также территориальной целостности и независимости Беларуси. Спасибо.